Приветствую маленьких любителей виртуального футбола. Давненько такого не было, чтобы нам заранее анонсировали игроков из донатных паков. Обычно это происходит в день оперативного обновления, когда в игру добавляются соответствующие изображения для будущих карточек. Но задолго до этого, до очередного оперативного обновления, у нас появилась информация о двух предстоящих шоутаймовских, бигтаймовских наборов, которые продолжают подводить итоги сезона 24-25. Бигтаймовский Ламин Ямаль, появление Виктора Дёкереша в качестве шоутайм игрока, бигтаймовский Скотт Мактоминей и многое другое. Обо всем этом и не только предлагаю поговорить в сегодняшнем ролике. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Огромнейшие благодарности одному из наших коллег по цеху, а именно дата-майнеру под никнеймом Итер Лигино, который и поделился информацией об игроках, которые появятся в следующих донатных наборах. Но стоит отметить, что информация, которая касается будущих паков, содержит только сами фамилии футболистов, которые в них появятся, тогда как информация, которая касается их цифр и их конкретных навыков, она может различаться. В начале июля мы получим следующие парочку донатных паков, которые также продолжают тематику бигтаймовских, шоутаймовских наборов. Во-первых, это продолжение пака с наиболее отличившимися игроками европейских чемпионатов, Breakout Stars. Тройка получается у нас следующая. Бигтаймовская карточка будет за Ламином Ямалем, тогда как шоутайм версии получат Виктор Дёкереш и Амар Мармуш. К сожалению, за английской премьер-лигой я не сказать, что прям сильно слежу, поэтому не могу ни на толику рассудить о том, насколько сильно заслуживает или не заслуживает Амар Мармуш свою возможную шоутаймовскую карточку, тогда как бигтайм Ламина Ямаля и шоутайм Виктора Дёкереша смотрятся вполне уместно. Снова повторюсь, навыки пока что не подтверждены, но с наибольшей вероятностью картина обстоит следующим образом. Возможно, что Ямаль получит пикирующего сокола, тогда как Виктор Дёкереш скоординированные удары, а у Амара Мармуша будет взрывное ускорение. Наверное, пикирование сокола для Ламина Ямаля это один из самых очевиднейших вариантов, причем один из самых нежелаемых мною, тогда как сама карточка Ямаля мною очень даже желаема. Сколько раз я пытался выловить его в команде недели, мне это не удавалось. Я проигнорировал его эпическое появление, потому что тогда не считал нужным донатить в игру. И вот в ожидании его следующей донатной карточки хотелось бы получить карточку без пикирования сокола, потому что с тем же Лионелем Месси время от времени неудобно играть при наличии сокола у него. Тогда как по появлению Дёкереша вопросов вообще нет, разве что по ходу самой 25-й части Konami как-то редко обращали на него внимание, причем всякий раз, когда он появлялся, его основной рейтинг еле-еле дотягивал до 100 пунктов. Интересно представить, какой же рейтинг ему выдадут для этой карточки. Ну и второй донатный пак, который нас ожидает в начале июля, это аналогичный бигтайм-шоутайм пак, только уже по итальянской серии А. Бигтаймовская карточка будет за Скоттом Мактоминеем, тогда как шоутаймы это Маркус Тюрам и Ваня Милинкович Савич. Неподтвержденные, но наиболее вероятные навыки для футболистов это скоординированные пасы у Скотта Мактоминея, голова-молот у Маркуса Тюрама и управление защитой, новый вратарский навык для Вани Милинковича Савича. Тут, в принципе, не убавить, не добавить. Скотт Мактоминей провел прекраснейший сезон в серии А, не потерялся после переезда из Англии в Италию. Маркус Тюрам, в принципе, тоже неплохо смотрелся в рамках чемпионата, тогда как Милинкович Савич, возможно, для многих не очевиднейший кандидат для шоутаймовской карточки, но стоит отметить, что моделька у него очень даже хорошая. Он высокий, он вроде как обороняющийся, если я ничего не путаю, но во всяком случае, играя за куда более слабые версии его карточек, он все равно смотрелся уверенно на воротах и, в принципе, не очевидный, но очень даже хороший вариант. Ну и Поцци. Лучшие игроки сезона в итальянской серии А. Их список вы наблюдаете на своих экранах, точно так же, как и в случае с Ла Лигой и АПЛ. От каждой команды по одному игроку. Наиболее ключевые лица это Ромело Лукаку от Наполи, Кристиан Пулишич от Милана, Барелла от Интера, Лоренцо Лука от Удинезе, Ретеги от Аталанты, Мойзе Кин от Фиорентины, ну и, в общем-то, остальные ребята вроде как также на месте. В
комментариях пишите, какие цифры у представленных игроков будут по вашему мнению, какие цифры рейтинга они все заслужили. Также пишите, за кем из игроков в теории бы начали бы свою охоту, например, за бигтаймовским Ямалем или же за карточкой Виктора Дёкериша. Ну и также не забывайте поддерживать это видео, если оно показалось вам интересным или даже полезным. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Ну и желаю вам всем удачи. Услышимся в следующих роликах на канале Realistic PES. Всем пока!